Ауга Петербург. Салем Язбек, Курметты Достар, привет, друзья! Надвигается концерт Димаша Кудайбергена. Он состоится совсем уже скоро, в сентябре 2022 года, точнее 23 сентября 2022 года. И у меня есть что рассказать, я хотел бы вам по этому поводу, ведь я знаю, что многие видят это видео впервые, поэтому позволю себе представиться. Меня зовут Иван, я сам родился в Петербурге, последние 5 лет живу Казахстаном. Кстати, вы можете пока поставить ваши лайки и даже подписаться на наш канал, потому что у нас тут очень много интересного. Я сам по себе знаю, что иногда об этом так легко забыть, а ведь это сильно влияет и сильно помогает нашей работе. Так вот, уже с 2017 года я увлекаюсь всем, что связано с Казахстаном, а начало этой удивительной дружбе положил Димаш Кудайберген. Хотя, наверное, он сам об этом не может так однословно говорить, но это факт. В 2017 году я увидел его выступление на шоу Singer. Тогда я даже не представлял, что когда-нибудь буду делать ролики на ютубе, на нашем канале будет больше 160 тысяч друзей. Да, вообще, я вот сегодня смотрел наш архив и, откровенно говоря, Димаш не просто познакомил с Казахстаном, Димаш кардинально изменил мою жизнь. Я думаю, как и многих из вас. В 2017 году я познакомился с Димашем, и моим основным желанием было желание познакомить с его творчеством как можно больше людей. И в 2018 году Димаш выступил на фестивале «Новая волна», где спел песню «Грешная страсть». Казахстан всегда гордился и гордится своими талантами. Как из лунного сна. Сразу после этого выступления у меня появилась интересная идея, и я сделал на своем старом компьютере, ничего не зная и даже ничего не умея, шуточный, забавный ролик, в котором просто поменял зрителей на выступление Димаша на зрителей, которые лучше подходили. И этот ролик буквально взорвал интернет. Причем тогда я даже сделал серию вот таких вот ремейков на выступление Димаша, и в общей сложности они собрали более 350 миллионов просмотров. Аудиторию составляли люди из практически всех стран мира, а большинство из этих зрителей увидели Димаша впервые. И самое интересное, что порядка 100 миллионов просмотров было из Латинской Америки. Поэтому, пользуясь случаем, хочу передать привет всем латиноамериканцам. Hola, amigos! Но на самом деле для меня, как оказалось, это было только начало, потому что после этого мне захотелось рассказывать о Димаше более подробно, рассказывать не только о его творчестве, но и о нем как о человеке. Тем более, что благодаря нашим ремейкам не только о Димаше узнали много людей, но и также у меня стало появляться много друзей из Казахстана, которые начали рассказывать интересные вещи про Димаша, про Казахстан, про феномен казахов. И уже тогда в интернете появился канал «Эхо Петербурга». Это канал, на котором мы рассказывали про Димаша уже более подробно. И тут пришло время рассказать про мое первое личное знакомство, потому что так случилось, что благодаря друзьям канала у меня появилась возможность посетить Минск. А именно там проходили вторые европейские игры с участием Димаша. Он там исполнил впервые песню «Олимпика». Я не знаю, как это так случилось, как мне повезло, но я встретил Димаша на улице прямо у стадиона. И несмотря на то, что он тогда уже был суперзвездой, вокруг него не было толпы поклонников, а мне удалось даже немного с ним поговорить. И удивительно, но после этого вроде бы дела должны были пойти в гору, но на самом деле у нас появились доброжелатели, которые в дальнейшем уничтожили всю нашу работу по продвижению творчества феномена из Казахстана. Но сегодня я хочу рассказать вам о другом, поэтому эта тема, конечно, очень интересная, но я думаю, что в следующий раз найдем для нее время. Тем более, что все самое интересное произошло немного позже. А вот практически сразу после Минска мне сопутствовала удача, и я оказался на концерте Димаша в Москве, который проходил 22 и 23 марта 2019 года. Все, уезжаем из Питера, едем в Москву. Да, это был двойной концерт, но самое интересное, что именно тогда я впервые познакомился с семьей Дирс. Я встретил чудесную москвичку Людмилу Владимировну Мамызину, которой на тот момент было уже 84 года. Представляете, она меня приняла у себя дома так, как будто мы были давно знакомы. И несколько дней в ее компании оставили невероятные воспоминания. Иметь честь встречаться с такими людьми – это настоящая привилегия. И за это знакомство, безусловно, нужно благодарить Димаша. Хотя, конечно, он очень скромный человек, но я думаю, что ему за подобное знакомство благодарны люди по всему миру. Но
он не любит акцентировать на этом внимание, поэтому пойдем дальше. Ведь мы подбираемся к самому интересному. Итак, после московских концертов в 2019 году у Димаша состоялся концерт в Казахстане, в Астане, в Нур-Султане. По воле судьбы у меня снова появился шанс побывать на этом концерте. И снова госпожа удача подарила мне не только возможность побывать на концерте, но и кроме этого увидеть Казахстан, а также встретить прекрасную маму Димаша Светлану Ермековну. Так получилось снова, причем не понимаю, как это происходит, но перед концертом было организовано припати, и там было много встреч, я увидел много интересных людей, но самое главное, не знаю, как так получилось, но в один момент почему-то я решил выйти на улицу, может жарко было или что, но я, в общем, оказался на улице и вижу прямо передо мной идет лучезарная Светлана Ермековна, совсем одна. Наверное, вы знаете, что она очень популярна в Казахстане, и так представить, чтобы была возможность не только поздороваться, но и получить небольшой комментарий от нее, это действительно похоже на сказку, но это произошло со мной в реальной жизни. Огромный привет всем городу Санкт-Петербург. Это действительно такой шикарный город, но я сама никогда там не была, это моя мечта побывать там. Здесь, да. Нет, не простите, но во многих городах России я была, именно вот в Санкт-Петербурге. Наверное, я как-нибудь туда поеду. Да. Надо следующий концерт у Димаша. Если будете в Санкт-Петербурге? Да, я надеюсь, у Димаша тоже когда-нибудь в ближайшие годы будет там концерт, и обязательно увижу этот Прекрасный город. Всем привет! Казахстанға келіңіздер, Қазақстаннан, Астанадан, Нұр-Сұлтаннан сіздерге сәлем. Қош келдіңіздер, күтеміз. Қош келдіңіз. Иван, сізге ерекше рахмет. В общем, сейчас на самом деле я понимаю, когда смотрю архив, что в нашей жизни многие вещи случаются по удивительному стечению обстоятельств. Кстати, и сейчас, раз уж мы с вами оказались вместе на нашем канале, хочу сказать, что сейчас самое время написать в комментариях, как давно мы с вами знакомы. Я всегда читаю все комментарии и часто вижу людей, которые с нами, наверное, еще со времен Эхо Петербурга, а может даже со времен Спортмана. Но я также знаю, что есть и те, кто совсем недавно присоединились, поэтому, друзья, давайте будем знакомиться, если мы еще не знакомы. Тут у нас особая атмосфера на канале, наверное, вы уже обратили на это внимание. Я вас рад приветствовать и добро пожаловать. Так вот, во время нашей встречи со Светланой Ермековной она сказала, что вообще Петербург ей очень нравится. А Петербург — это город, в котором я родился и вырос, и поэтому для меня было очень приятно то, что она мечтает посетить мой родной город. Но еще больше меня порадовало то, что немного спустя, уже в ноябре 2019 года, состоялся концерт Димаша в Санкт-Петербурге. Это стало настоящим подарком для всех жителей города и для огромного количества диерс из Европы, ведь Санкт-Петербург в то время был настоящим окном в Европу. И вправду концерт в Петербурге стал большим праздником, и не только концерт, но и встреча друзей Алга Петербург, хотя канал тогда назывался Эхо Петербурга, но это не отменяет тот факт, что мы отлично провели время в компании больше чем 200 диерс. Мы пели, танцевали, тусовались, в общем, было незабываемо. Как мы тогда втроем умудрились это сделать, я просто даже не представляю. Но я должен сказать, что у нас бы ничего не получилось, если бы диерс нам не помогали. Сейчас я вспоминаю тот день, и это было действительно незабываемо. После этого у Димаша была серия концертов, и мы в это время успели открыть 2 новых канала вместо уничтоженных Эхо Петербурга и Эхо Питера. На их месте появились Алга Петербург и Эхо Питера тоже. Эхо Питера — это канал Димаша на английском и испанском языках. Так вот, и что еще было? Песня года была. Правда, это был не сольный концерт Димаша, но все равно очень круто, что удалось побывать на таком мероприятии, посмотреть на Димаша через призму нашей эстрады. Довольно интересный опыт. Наверное, такие концерты тоже нужно посещать. Пускай на ней прозвучит 1 или 2 песни Димаша, но зато это дает много чего. Начинаешь понимать, в основном за счет того, с каким контрастом лучший голос планеты выглядит на фоне остальных артистов. Хотя, конечно, никак не могу преуменьшить авторитет и профессионализм нашей эстрады. Они действительно очень большие артисты. Но все-таки мы, так как являемся поклонниками Димаша, наверное, поэтому нам хочется, чтобы Димаш больше времени находился на сцене. И, наверное, поэтому следующий концерт, на котором я побывал, мне очень понравился. Хотя он проходил в режиме онлайн. Что, вы спросите, в режиме онлайн? Да, в режиме онлайн прошел
первый онлайн-концерт Димаша. Кстати, не знаю, повлияло ли на решение провести Димаш Digital Show и то, что немного ранее мы, вдохновившись, восхитившись творчеством Димаша, начали проводить свои онлайн-концерты, на которых Дир со всего мира пели песни и народные песни казахские, и на казахском языке, на английском, на испанском, танцевали, читали рэп. В общем, в то время, когда вся планета жила в режиме онлайн, и, конечно, как-то надо было находить возможность для проведения подобных мероприятий. И, в общем, хочется, ну, вот, хоть чуть-чуть помечтать о том, что вот Димаш вдохновил Дирс, а Дирс, которые выступали на нашем канале, возможно, вдохновили Димаша на проведение его онлайн-концерта. Но если серьезно, не думаю, что у Димаша было время для того, чтобы смотреть наши концерты, но надеюсь, что если хоть внесли 1% в решение провести онлайн-концерт Димаша, то думаю, что это невероятно круто. И, между прочим, наши концерты еще доступны на нашем канале. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите их, обратите на них внимание. Ну и, конечно, по сравнению с нашими домашними концертами, онлайн-концерт Димаша был просто шикарен. Теперь, друзья, мы уже переходим от прошлого к настоящему, ведь мы дошли уже до августа 2021 года, а именно до фестиваля «Новая волна 2021». Этот фестиваль стал для меня увлекательным приключением в мир популярной музыки, потому что меня ждало знакомство как с начинающими музыкантами, так и с легендами мировой музыки. Так случилось, что я даже оказался за кулисами этого праздника, и даже более того, так звезды сошлись, что в этот раз меня уже ждала встреча с Димашем непосредственно на красной дорожке. И он пожелал удачи нашему каналу, что стало отправной точкой большого приключения в Казахстан, куда я полетел практически сразу же из Сочи. Ну, не совсем сразу, я залетел в Аланию, вот сюда вот, а потом уже направился в культурную столицу Казахстана. И да, кстати, о путешествии в Казахстан с удивительными знакомствами и самыми разными казахами можно рассказывать бесконечно, но мы сегодня говорим о концертах Димаша, поэтому все ближе будем приближаться к концерту, который пройдет в Алмате 23 сентября 2022 года. А это значит, что я перед тем, как мы перейдем к ключевому моменту нашего видео, хочу порекомендовать вам также присоединиться и к друзьям нашего канала в Instagram. Ссылку для этого я размещу в описании. Ну и давайте теперь поговорим про концерт Димаша в Дубае. На самом деле удивительно, сколько удачи было за моими плечами и сейчас сколько работы проделано, но концерт Димаша в Дубае стал, наверное, самым удивительным, самым интересным и самым насыщенным. Хотя, безусловно, концерты все сами по себе хороши, наверное, будет неправильно выделять какой-то один из концертов с учетом того, что впереди нас ждет еще много интересного. Но концерт в Дубае получился невероятным по своей атмосфере, по своим эмоциям. Ну а самое главное, что после концерта я побывал на встрече Димаша с маленьким мальчиком Дулатом. И эту встречу, я уверен, что вы все видели на нашем канале. Запись собрала более 100 тысяч просмотров. По подсказке выше вы можете посмотреть это видео, если вы еще этого не смотрели. Я, конечно, знаю, что сейчас найдутся те в комментариях, кто смогут написать, что про какие-то концерты я не упомянул, но я сегодня хотел рассказать о тех концертах, на которых я был. Может быть, я какой-то пропустил, может, какой-то не упомянул, но, к счастью, я знаю, что одна голова хорошо, а 160 тысяч голов — это намного лучше. Поэтому, если я вдруг где-то ошибаюсь, уверен, что вы меня поправите в комментариях. Так вот, давайте теперь поподробнее поговорим о концерте Димаша в Алматы в сентябре. Теперь, когда вы знаете нашу историю, я надеюсь, что вы сможете понять мой прогноз, который я хочу сейчас сделать. Дело в том, что Димаш — это не просто человек, который поет. Димаш — это человек, который несет в мир удивительные для современного мира ценности. И я в своей жизни имел шанс видеть это своими глазами. И вы все знаете, что Димаш — это человек, который не просто дистанционно знакомит весь мир с Казахстаном, с культурой казахов. Димаш регулярно приглашает всех своих слушателей посетить Казахстан. И делает он это не просто так. Димаш — это настоящий амбассадор казахской культуры в мире. И я, как человек, который дважды побывал в Казахстане, хочу сказать, что надеюсь на то, что в сентябре 2022 года у меня также будет возможность увидать
как за год изменилась полюбившаяся мне Алмата. Ну а то, что поводом для этого станет концерт человека, который напрямую повлиял на мою жизнь, это не просто приятно, но и, думаю, так же, как и для миллионной аудитории Димаша, это огромная удача. Пускай не все смогут побывать в Алмате вживую, но есть надежда, что благодаря тем, кто будет как раз находиться там, у людей будет шанс увидеть Казахстан глазами счастливчиков, которые поедут в удивительную южную столицу удивительной страны. Поэтому такая уникальная возможность – это настоящий праздник, особенно для тех, кто первый раз поедет в Казахстан. Я им на самом деле завидую. В общем, я думаю, что как только билеты появятся в продаже, их моментально сметут. А количество людей, которые захотят приехать в Казахстан, я уверен, что превысит все возможные ожидания. Кто знает, может быть, будет 2 концерта подряд, а может быть 3. А может быть 10, а может быть надо сделать Димашу концерты на регулярной основе. В общем, я уверен, что концерт пройдет с грандиозным успехом. Я думаю, что нас ждет аншлаг. Я думаю, что приедет очень много друзей из Латинской Америки. Я думаю, что приедет очень много друзей из Америки. Со всего мира съедутся люди в Казахстан на концерт Димаша по его приглашению. И, друзья, у нас у всех есть немного времени для того, чтобы подготовиться, так же, как и у команды Димаша. Поэтому они будут готовиться, а мы со своей стороны тоже должны провести небольшую подготовку, немного потренироваться, распеться, настроиться морально, ну и написать комментарий под этим видео, какие у вас впечатления, какие ожидания от концерта. У меня на этом все, друзья. Я был рад сегодня с вами встретиться. Увидимся скоро снова на нашем канале. Всем пока! Ешқашан ешкімді ешкез